Всем привет и добро пожаловать на мой канал. В этом видео я расскажу вам о тех парфюмах Zara, которые у меня есть, а также о том, что сейчас происходит с парфюмерной индустрией в Испании. Если говорить про парфюмы Zara в целом, то у них есть две проблемы. Первая – это отсутствие стойкости, а также ярко выраженного шлейфа. Вторая проблема – это такое вот ощущение складывается, что цистерну с компонентами, которые делали бы парфюмы более законченными, более красивыми в раскрытии, да, более такими полноценными, да, что ли, его просто не подвезли. И несмотря на то, что Zara сотрудничает с известными парфюмерными домами, с парфюмерами с громкими именами, все равно парфюмы вначале стартуют очень красиво, очень ярко. Видна какая-то интересная задумка. Но потом она как-то проваливается. Это чем-то похоже на то, когда вы познакомились с новым человеком, да, вроде такая какая-то красивая, интересная обложка, да, обертка, а при ближайшем рассмотрении, при более тесном общении вы видите, что там нет содержания, там нет стержня, там нет какой-то наполненности, да, вот подобное что-то с парфюмами Zara. Теперь, если говорить о их преимуществах, ну это, конечно же, цена, потому что парфюмы в среднем стоят от 15 до $30 в разных странах по-разному. Ну и, конечно же, это выбор. Ну, там за 750 парфюмов уже существует, плюс Zara достаточно регулярно выпускает новые коллекции, и вы всегда можете себе подобрать что-то, исходя из ваших предпочтений. Теперь я, наверное, хочу перейти к первому аромату. Он называется Nuit Zara Dress Time, выглядит вот так. 180 мл, тяжеленная вот такая упаковка. Сам аромат. Это более сладкий брат, или, наверное, в данном случае даже сестра аромата Musk Cashmere от Attar Collection. То есть здесь это просто такой вот аромат мускуса и чистых простыней, то здесь это мускус, мне здесь слышатся кофейные ноты, да, хотя они вообще не заявленные. Затем немножко фруктов, типа персик, вот персико-абрикос такой. И ирис, вот пудровый ирис, немножечко ванильный. Я не могу сказать, что этот аромат обладает какой-то супер сладостью. Он просто чуть более сладкий, чем Musk Cashmere. Приятный, пудрово-кофейный, немного мускусный аромат. Такой вот он. Название на самом деле это ночь, время для вечернего такого мероприятия. Вот он как раз хорошо сочетается, мне кажется, с вечерним платьем. Nuit Dress Time. Следующий парфюм, который хочу показать, называется Magnificently Dubai. Это коллекция, посвященная городам. Этот парфюм очень популярен в Ютубе. Это мандарины, это яркие специи и это кожаный аккорд. Вот вначале они все сразу, а если немножко нанести его на кожу и подождать, то здесь появляется что-то типа сандалового дерева. Какой-то вот такой очень древесный аккорд. Так пахнет в мастерских, где, например, делают мебель деревянную или еще что-то. Для меня этот парфюм слишком яркий. Я, наверное, и больше вижу его все-таки на мужчине, чем на женщине, поэтому, скорее всего, я его подарю. Если вы любите направление, которое часто по-русски называют ориентальным, то вот, Magnificently Dubai. Следующий аромат называется Black Amber. Вот так выглядит. Этот аромат называют клоном Dolce Gabbana The One. Да, есть похожая направленность, наверное, процентов 70, я бы сказала. Ну, просто потому, что здесь есть мандарин, здесь есть ваниль, и еще есть вот нота маракуйи. Я люблю сам фрукт маракуйи, он очень яркий, очень красивый, именно вот как сам фрукт. Я бы сказала, что этот аромат больше все-таки на весну и лето, потому что он такой свежий, позитивный, цитрусово-фруктовый, не так, чтобы сильно стойкий. Я считаю, что здесь амбры, ну, практически нет. Если есть, то она где-то очень далеко. Такой классический аромат. Чем-то он мне еще напомнил, знаете, что Daisy. Вот Daisy от Marc Jacobs. Похожая тоже направленность такая, более цветочная, чем фруктовая. Ну, за те деньги, что он стоит, я считаю, что если вы любите вот такие более цветочные, чем фруктовые ароматы, вот, Black Amber. Следующий аромат называется Cashmere Rose. Этот аромат мне нравится больше всего. Это не сладкий, для меня абсолютно. Аромат, который пахнет ирисом, мускусом. И немножко здесь есть вот этой вот розы с миндалем. Вот роза здесь это как лепестки роз,
Миндаль здесь дает такую чуть-чуть горчинку, но это не про горклость, нет. Так пахнет косметика Герлен, например, да, или косметика Ланком. Изумительный аромат. Вот эта горькость не дает ему скатиться вот в откровенный такой вот боди-мист. Он выглядит более законченным. Вот сюда, мне кажется, все-таки цистерна немножко, но доехала. И здесь я бы сказала, что автор, наверное, вдохновлялся, как это принято говорить, да, ароматами дома Герлен. Очень мне нравится кашемир роз. Если любите подобную направленность, то вот. В этой части видео я бы хотела рассказать вам о том интересном, что сейчас происходит в парфюмерном мире Испании. Попытаться рассказать о парфюмерии Испании – это то же самое, что минут за 10 попытаться рассказать о винах Франции. Это невозможно. Поэтому я выбрала 15 пунктов, которые мне показались очень увлекательными. И сейчас я вам их расскажу. Итак, пункт номер 1. После пандемии индустрия активно стала развиваться. То есть в пандемию косметика, естественно, приобреталась меньше, ну просто потому что были маски, да, и особо носить-то ее некуда было, все сидели по домам, был достаточно большой спад. И сейчас люди наверстывают упущенное активно и приобретают парфюмерию. Только в самой Испании производится 3 миллиона вот позиций парфюмерных в месяц. Представьте себе. Пункт номер 2. Испания является второй после Франции по экспорту парфюмерии. 80% уходит на экспорт. По косметике она является 10-й в общем рейтинге. Пункт номер 3. Во всех новостях Испании, если посмотреть про парфюмерию, про ароматы и так далее, все время будет сравнение самих себя с Францией. Это выглядит примерно следующим образом. Вот французы придумали та-та-та, но мы, конечно же, тоже догнали, перегнали и сделали. Или, например, Франция опять заняла первое место, но мы не сдаемся и снова подняли показатели. Знаете, они сами себя все время с ней сравнивают, и это очень похоже. Вот мужчины, наверное, сейчас поймут. Представьте, что вы, взрослый мужчина, пришли домой, мама, папа, сидите за столом, и мама вам говорит: слушай, а вот Толик, это помнишь, одноклассник твой, соседки сын, который еще на всех олимпиадах тебя уделывал, потом еще первым бизнес открыл. Так вот он машину купил, ту, на которую тебе денег не хватило. А ты знаешь, у него жена такая красивая. И главное, дети, ты представляешь, дети все на него похожи. Сынок, ты куда? Вот мне стало как-то обидно за рынок парфюмерии в Испании, потому что везде со всех каналов вот это идет сравнение. Пункт номер 4. Среднестатистический испанец пользуется от 10 до 12 парфюмерно-косметическими продуктами. Вот просто для интереса посчитайте, сколько у вас. Но при этом 70% покупок совершают женщины. Да? То есть они как были активными покупательницами, так и остались. Пункт номер 5. При том, что женщины больше всего покупают, если мы говорим про парфюмерные истории на том же Ютубе, то о парфюмах говорят в основном мужчины. Все обозреватели в Испании, самые главные, самые популярные, это мужчины. Женщин очень немного. И вначале может сложиться впечатление, что вроде как, ну вот же они все. Нет, это в основном девушки из Мексики, или это девушки из Перу, Аргентины и так далее. Либо это испаноговорящие жительницы штатов. Именно испанок, их буквально несколько, и все-таки процентов, наверное, 60 из них это женщины более старшего возраста. Пункт номер 6. Самым популярным обозревателем считается Андрес Краксата, сейчас я вам его покажу. Он даже выпустил свой собственный парфюм, который, как я поняла, был весьма успешен. Наверное, основная волна интереса, такого хайпа немножко прошла уже к этому парфюму, но тем не менее, вот блогер, практически 1 миллион подписчиков у него, выпускает свой собственный парфюм. Андрес вообще очень обаятельный мужчина, он сделал бесконечное количество обзоров на всевозможные мужские ароматы и скупил вообще все парфюмы Zara, мужские, и сделал на них потрясающий обзор. Вот, мужчины, если смотрите, обязательно посмотрите, там можно субтитры включить. Пункт номер 7. Самые популярные у нас в стране бренды считаются Каролина Эррера, Пако Рабан, Антонио Бандерас и Лоэва. Пункт номер 8. Один из главных трендов – это тренд на все натуральное. Натуральная парфюмерия, натуральные ингредиенты, забота о планете, вот это все. И немножечко такой переход на более унисекс ароматы, такие андрогинные люди в рекламных кампаниях. Вот посмотрите пример, компания от бренда Loewe как раз исполняет, в общем-то, эти оба тренда.
Пункт номер 9. Тренд на унисекс ароматы как раз поддерживает компания Loewe. Много где и в разных странах этот тренд уже ярко присутствует, но есть суровая статистика. По статистике за 2021 год в Испании унисекс ароматов было продано не более 1,6%. Пункт номер 10. Это наслаивание ароматов. Ну, я думаю, что испанцы сами по себе, они в большей степени сам себе парфюмируют. Ну, просто потому, что у них индустрия существует уже очень давно. Более 300 тысяч там человек только задействовано и работает. Поэтому, конечно, они в этом плане молодцы. И использование всевозможных парфюмированных спреев, парфюмированных кремов, наслаивание ароматов. Это все понятно. Люди любят разбираться, какие ноты с чем сочетаются. Там древесные с цветочными, цветочные с восточными. То есть люди более во все это вовлечены, им это интересно, они этим увлечены, тем более на это есть тренд. Пункт номер 11. Ароматы чистоты. Ну куда же мы без них? Самый главный поставщик ароматов чистоты, как по мне, это компания Byredo или Byredo. Я могу называть ее в двух вариантах, как вам больше нравится. Так вот, ее купил Sprut. Я считаю, что это испанский Sprut. Компания Puig, которая скупает все бренды, которые становятся популярными. Значит, они купили бренд Byredo. И это неудивительно. Кстати, у компании Puig тоже есть в портфеле Charlotte Tilbury. Они купили их, в общем-то, на пике. Также там Penhaligon's и Paco Rabanne. Пункт номер 12. Paco Rabanne. По рекламным кампаниям Paco Rabanne можно заметить очень интересный такой вот тренд. Ребята в Paco Rabanne, мне кажется, явно чувствуют, какие образы лучше всего откликаются у людей. Вот посмотрите, пожалуйста, на фотографии рекламных кампаний 80-е годы, да. Здесь в кадре всегда у Paco Rabanne будет красивая женщина, которая обнимает мужчину. Вот на этой фотографии вообще видно по центру, что в кадре только женщина, очень красивая, поцелует женщины, и у нее в руках флакон. Ну и постепенно женщина из кадра исчезает. А вот здесь можно увидеть изображение мужчин без женщин в рекламных кампаниях. Но если образ вначале был более галантный, это все-таки такой практически Джеймс Бонд, то постепенно он превращается в жиголо. Вот посмотрите на рекламную кампанию, где мужчина сидит в красном, оранжевом таком вот, и он прям откровенный такой Альфонс, то затем все это переходит вообще в историю про мужчину, который один в кадре. Это уже 2000-е годы, это уже спортсмен, да, есть вариации, где он с девушкой, но в основном в рекламной кампании был только он. Девушки в кадре больше нет, все, теперь у нас идет акцент только на самого себя. Кстати, аромат Invictus, он похож на аромат Zara. Я приведу изображение, покажу, как он называется. Женские рекламные кампании. Посмотрите, пожалуйста. Первая — это брюнетка, реклама аромата Calandre. Такая черная, немножечко стервозная, но при этом еще все еще такая утонченная, такого модельного плана. Следующая компания — это растрепанная такая девушка, которая вот из клуба, у нее блестящее платье, огромный вырез, волосы намеренно взъерошены, это 2000-е годы. А вот сейчас уже 20-е годы, последняя компания — это Elle Fanning, американская актриса, которая, в общем-то, демонстрирует нам такую утонченность, нежность, хрупкость и так далее. Я думаю, что все могут сами составить свои параллели, да, и сделать свои выводы, но я думаю, что Paco Rabanne, их команда очень хорошо чувствует современные тренды и понимает, в общем-то, что происходит с людьми и что им стоит показывать. Это вот мое такое предположение. Пункт номер 13. Бренд, который мне очень нравится, и я предлагаю вам обратить на него внимание, если вы еще его не знаете. Называется он Рамон Манигаль. Те, кто увлекаются парфюмерией, наверное, знают его просто как нишевый дом, но нет. Рамон Манигаль – это человек, парфюмер в 4-м поколении. Его родители, его предки основали компанию, дай бог мне правильно ее назвать, Мериргуа, наверное, которая поставляла парфюмы в испанский дом, королевский дом. И одним из самых популярных ароматов у них был парфюм, который называется Майя.
Майю до сих пор можно купить сейчас на eBay и на Амазоне. Понятно, что, может быть, не везде он доставляет, но через посредников это все можно купить. Давайте посмотрим на рекламные кампании. Вот посмотрите, пожалуйста, это рекламные кампании парфюма Майя. Они сделаны для американских журналов. Вот так они выглядят, очень красиво. Рамон же сам, как потомственный парфюмер, запустил свой бренд относительно недавно. В 2009 вышли первые его парфюмы. Он говорит, что он вдохновляется Барселоной, что это такое его место силы. Я его прекрасно понимаю, потому что Барселона замечательный город, там есть хороший климат, неплохой мэр, и, в общем-то, из центра ты можешь выйти, сразу попасть на набережную с пляжем, которая оборудована. Вот бы и нам в городе что-то подобное, но понятно, что ничего из этого у нас пока нет. Кстати, если вдруг будете в Барселоне, обязательно зайдите в место, которое называется Ла Парадетта. Я покажу их адреса, у них есть несколько ресторанов по городу, но это трудно назвать рестораном, это скорее такая кафе-столовая, где лежит свежий улов, они днем обычно открываются, туда всегда огромная стоит очередь, но это того стоит, то есть они выглядят как кафе-столовая, там продается морепродукты и рыба, которую готовят прямо при вас, то, как вы выбрали, вернее, тем способом, который вы выбрали, там продается вино, обычные напитки, замечательное место, у них есть даже сайт на русском языке. Вот. Но возвращаясь к парфюмам Рамона, почему я заинтересовалась? Дело в том, что у него есть интересная коллекция, мне нравится аромат Ибица, я не была никогда на Ибице, но это такой очень интересный аромат. В среднем у Рамона, кстати, ароматы стоят в районе $150–300 на иностранных сайтах, но у нас я видела, что они, по-моему, появились на Рандеву и Духи РФ, есть там небольшие версии, то есть от 3 примерно до 11 тысяч они стоят. Вообще я не понимаю, почему у нас нет такого понятия, как Discovery Set. То есть, да, у нас есть сэмплинговый сервис на Рандеву, но вот, например, есть сайты, я приведу их в видео, если вы живете не в России, то у вас наверняка есть возможность оттуда заказать. У них есть такое замечательное понятие, как Discovery Set. Вы можете приобрести себе не всю коллекцию, но очень много топовых ароматов, познакомиться с брендом и принять решение о том, хотите вы покупать эти парфюмы или нет. Пункт номер 14. Самыми популярными нотами были ноты цитрусов, древесные ноты и кожаные. Это вот такой топ, который очень популярен в Испании. Ну и, наконец, пункт номер 15. Это стоимость парфюмерии в Испании. Я, конечно, понимаю, что там огромное количество и магазинов, и всевозможных маленьких лавочек, и есть Сефора и так далее. Я нашла сайт Дугласа испанского. Давайте посмотрим там ценник. Ну, собственно, мы видим, что на первой странице те парфюмы, которые там представлены, те и самые такие раскрученные. Там это, конечно же, Serge Lutens, это, конечно же, Amouage, это будет и Penhaligon's и так далее. Вы можете посмотреть здесь ценник, если у вас есть возможность покупать это через байеров. Как вы знаете, сейчас индустрия перекупщиков у нас активно растет и развивается. Я кого-то конкретного, наверное, порекомендовать не смогу, потому что еще ни с кем сама особо не сотрудничала. Но могу сказать, что на некоторые парфюмы цена совпадает с тем, что у нас. Это были 15 пунктов об индустрии парфюмерии в Испании. Понятно, что можно еще 150 тысяч пунктов разных всевозможных рассказать, но я выделила те, которые вот мне как-то показались интересными. Большое вам спасибо за просмотр и всего вам самого хорошего.